Всем привет, друзья! Дима Даниэль, Скалска, Болгария. 28 февраля, последний день февраля. У нас сумрачненько так, 10 градусов на улице. У нас ожидается дождик. Сумрачненько, пасмурненько. Вчера был роскошный вечером дождь. И сегодня после обеда у нас ожидается тоже дожди. Замечательно, здорово, нас все это позитивно радует. Так, отличные новости, которые хотел, в общем-то, не хотел заранее озвучивать. Итак, открытие счета в Габрово точно проверено. Вот точно проверено. Открытие счета в Габрово на физическое лицо, не на фирму, у нас заняло ровно 1 сутки. Ровно 1 сутки. Для израильского гражданина. Вчера в 12 часов мы пошли в банк. Нам сказали, при том, что даже это не сутки, друзья мои, это меньше, потому что нам сказали, срочно нужно перевести Теудат Зеут, это внутренний израильский паспорт. Его срочно нужно перевести с иврита на болгарский. Имейте в виду, если вы будете открывать счет, то позаботьтесь о том, чтобы ваш внутренний документ был переведен на болгарский язык. Заверение не требуется нотариально. Мы вчера в Габрово зашли, отдали. Сегодня нам позвонили, четко, пунктуально. Сделан перевод, нотариально не нужно. Все, мы сегодня поехали. Забрали из переводного агентства документ, заплатили за перевод и сразу пошли в банк. В банке нам сказали, что будет проверка счета, замечательно. Это стоило 60 лев. Друзья, имейте в виду, что в разных банках такса за открытие счета, она разная. Ассет банк в Габрово, я называю имя банка. Мы пришли, заполнили все формуляры, заплатили 60 лев. Нам сказали прийти завтра на утро. А буквально вот сейчас позвонили, сказали, что все, счет одобрен в добрый час. Все замечательно, друзья мои, никаких нет проблем. И для этого не понадобился такой роскошный болгарский язык. Моего болгарского хватило, чтобы пойти с человеком, помочь ему открыть счет. Вот, поэтому нужно ли платить за это какие-то дополнительные деньги, я не знаю. Опять, это наш регион, каждый город, он имеет свои, так сказать, требования и критерии. У нас Габрово, открытие счета банк Ассет, 1 сутки. Мы все успели, мы довольны. И сейчас человек будет оформлять визу Д для торгового представительства. Все отлично, супер. Ну, это позитивные новости, друзья мои. Вернемся к новостям негативным. А это новости негативные не из Болгарии. То, что сейчас, друзья, происходит в нашей дорогой стране Израиль. Не думать об этом я лично не могу. Потому что в Израиле у меня дети, в Израиле у нас внук. В Израиле у нас наши друзья, моя тетя Люба, единственная родственница в Хайфе. Вот, поэтому мы, в общем-то, сейчас такое время, что смотрим новости и видим, что происходит. А происходит что-то непонятное, что-то ужасное и беспредельное. Потому что Израиль кипит от политических проблем. Правительство с оппозицией, они там делят все это из-за какой-то судебной реформы, полностью почитав и поняв, что это за судебная реформа. Но она мне не нравится, друзья мои, она меня не устраивает. Она меня просто не устраивает. Но что я могу сделать? На баррикады я, естественно, никуда не пойду. Писать в социальных сетях я, естественно, ничего не буду. Здесь, в Ютубе, я для своих подписчиков могу только высказать свое мнение, что я по этому думаю и что будет дальше происходить, по моему мнению. В политической сфере государства Израиля происходить будет ничего хорошего не будет происходить, потому что на сегодняшний день перешли уже все красные линии, и что тем политикам, что этим политикам, что третьим политикам, им вообще без разницы народ. Люди их не волнуют. Они все грызутся за свои эти кресла, портфели. А мнение простых людей, да никого это не волнует. Ну, наверное, так, как во многих странах, где, вы знаете, если вот на сегодня посмотреть российское телевидение, там будет один позитив. Ну, потому что серьезно, нормально работает цензура.
И нельзя людям постоянно давать вот этот негатив, вот, который в нас вливают по всем новостям. Я включаю Евроньюз, негатив. Включаю израильские новости, ну и тут началось. Опять у нас, к сожалению, опять вчера погибли 2 человека, молодых парня, по одному 18, другому 20 лет. Их просто расстреляли из автомата палестинские террористы, который еще смог скрыться с места преступления. Вот, ребят, вы поймите, такого раньше не было. У них вообще открыты руки. Они на машинах въезжают, стреляют по обычным жителям. И еще потом успевают уехать, скрыться. Что это вообще такое? Оружие у этих врагов, у этих террористов, оружие навалом. И вот такие акции, которые они производят, только дают им возможность продолжать. А на фоне вот этого всего полиция и армия, она уже скоро справляться не будет. Потому что сами поселенцы, израильтяне, евреи начинают брать оружие в свои руки. Это незаконно, они не имеют права это делать. Но беспорядки в Самарии, идет какая-то вообще такая эскалация, которую остановить пока что никто не может. Соответственно, наши мочат их, они мочат наших. Что происходит? То договариваться никто не хочет. Кому-то это что, нужно? Или это, в общем-то, все, фауда, хаос, когда не может внутри страны не могут быть наведены порядки. Потому что это же снежный ком. Там убивают этих, эти убивают этих. А что чувствуют себя вообще обычные граждане, которые скоро в некоторых районах вообще не захотят выходить на улицу? Иерусалим. Ну, это святыня еврейского народа. Я просто вот, да, мы находимся в Болгарии, мы переехали сюда. И опять, если мы вернемся к критериям переезда, нас опять все спрашивают, что вы переезжаете, что вам так все плохо в Израиле, у вас же там замечательная медицина, у вас же там прекрасная армия, у вас сильная валюта. Да ничего, у нас уже скоро не будет, у нас не будет невозможно сильной армии, валюта шекель израильский потерял 20%, сейчас соотношение евро к израильскому шекелю 3,90. За 1 евро дают 3 шекеля 90 огород. А когда мы делали сделку, друзья мои, сделку мы делали по 3 шекеля 55 огород. Вы понимаете, это 10-12%. На больших суммах это очень много. Это люди теряют свои накопления. Кто виноват? А кого мы в этой ситуации должны винить? Правительство наше, израильское. Или я буду винить какие-то другие правительства? Нет. Или я, может быть, буду винить болгарское правительство? Оно здесь при чем вообще? Или винить Россию, Украину в этом? Да не хочу я вообще думать ни о России, ни о Украине. Друзья мои, я хочу волноваться за Израиль, в котором живут мои дети, мои внуки, мои друзья и мои родственники. И я хочу волноваться за Болгарию. Потому что в Болгарии живем мы и наши друзья. И мы здесь живем. Поэтому сегодня эпицентр волнения – это Израиль и Болгария. И об этом мы говорим. И мне нет смысла говорить там про Россию или Украину. Кто там виноват и кто кому чего должен. Не хочу. Это не мои дела. Нам хочется, чтобы в Болгарии, прежде всего сейчас в Болгарии, и прежде всего в Израиле было все спокойно. А что еще? Что я могу сделать? Абсолютно я ничего не могу сделать. Абсолютно. Кроме как поговорить с вами и поделиться, и рассказать то, что происходит в стране государства Израиль. Да вообще, медицина рушится. Сфера безопасности для обычных граждан. Ну вы сами все видите. У нас каждый день или через день идут трупы, хоронят людей. Поминки, похороны. Нормально. Это эскалация. Когда такое было? Как это можно остановить? А я не знаю. Кому обращаться? Да я не знаю. Я вообще пешка. То, что проходят сотни тысяч демонстраций, выходит сотни тысяч людей, что меняет? Это что, они там на правительственном уровне кого-то слушают? Да никого они не слушают, ребят, никого.
И просто что происходит? Происходит отток. Отток капитала из Израиля, отток умов из Израиля, отток пенсионеров из Израиля. Хотя Израиль может нет, а Израиль платит пенсию. Никто не может сказать, уезжайте отсюда. Мы вам ничего платить не будем. Нам все платят, друзья мои. Пенсионерам, инвалидам в Болгарии все платят. Исходя из этого, вот мы сидим здесь. Если все прекрасно было в государстве Израиль, так мы не уехали бы из него никогда. Мы бы жили бы прекрасно там, в стране, где прожили много-много лет. Мы что, уехали? Мы просто так уезжаем. Для того, что здесь помидоры вкуснее в Болгарии? Нет, господа. Мы не едем ради вкусных помидоров. И то, что здесь свинина дешевле и вкуснее, не из-за этого. Это уже вообще дальние плюсики. Мы хотим спокойствия и безопасности, которые, к сожалению, к моему большому сожалению, в Израиле становится все меньше и меньше. И я уже предвижу какие-то некие комментарии, друзья мои. Пожалуйста, не пишите ничего оскорбительного, потому что я в любом случае это сотру. И если вы думаете, что меня можно как-то... Вот, там уехал, да, уехал. Да, работал, платил налоги и уехал. Возвращусь, когда хочу. Разговариваю с вами, рассказываю о плюсах Болгарии, о минусах Болгарии. И я бы очень рад говорить про плюсы в Израиле. Просто их становится меньше. Их становится намного меньше. А человек такое существо, которое, в общем-то, хочет жить, хочет мирного неба над головой. И, потом уже все-таки деньги. А под самый конец вкусные помидоры и недорогое мясо. Это уже под самый конец, понимаете? Но сначала безопасность, спокойствие вокруг, которого стало мало. Полное недоверие к политической системе. Ну как? Вот как-то так. И мы ничего не можем сделать. К сожалению. Не смотреть новости. Сейчас не получается. Я включаюсь, смотрю минут на 10. Потому что, мне нужно знать. Там все-таки опять, моя семья, наша семья живет в Ашкелоне. 14 километров от сектора Газа, куда прилетают ракеты. Бомбоубежища в доме у сына нет. У второго сына, слава богу, есть бомбоубежище, слава богу. Вот. Что, на улицу, что ли, не выходить, когда смотришь вот это все, что происходит по эскалации? И мне сейчас, опять же, очень далеко и неинтересно, из-за кого все это началось. Так, мы хотим мира, спокойствия, безопасности в Израиле. В Болгарии, слава богу, что это есть. Здесь есть мир, здесь есть спокойствие, здесь есть безопасность. Вот как-то так. Хубавден, Шелехам Йом Наим Хаварим Шели, мирного неба, спокойствия. Что я еще могу вам пожелать? И, конечно, здоровья и удачи. Приезжайте в Болгарию. Это еще не последний вагон, конечно. Вот. Да, кстати, если мне кто-то пишет, что что будет, если в Израиле разорится Министерство национального страхования Битуах Леуми, и кто нам будет платить пенсии? Друзья, в этом нет никаких проблем. Если чего произойти не может, Министерство национального страхования разорится и прекратит выплачивать какие-то пенсии, значит, вот я подниму свою пятую точку и найду, где начать зарабатывать деньги. И неважно, я всегда это найду. Вернусь в Израиль и буду там работать. Если уже были темы, да ничего не разорится. Израиль богатейшая страна, и денег там очень и очень много. Израилю не хватает только мира, спокойствия и политической обстановки стабильной. К сожалению, этого нет. Хубавден еще раз. Още Шелехам Йом Наим Хаварим Шели. And another friends from another country, another language, England, Germany, Australia, Finland, I don't know, Прибалтика. Всем мира, здоровья. Приезжайте в Болгарию.
погулять или жить. Это прекрасная страна. Здесь спокойно. Чао-чао.